Этот затонувший контейнер стал большой новостью после того, как местные исследователи обнаружили странный металлический предмет на дне океана. Внешне он выглядел как обычный транспортный контейнер, но внутри хранил огромную тайну. Прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь и нажмите колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить наши новые публикации. Контейнер был найден именно в этот день не случайно. Буи береговой охраны фиксировали крупномасштабные волнения в водах, и сообщения гидролокаторов продолжали поступать. Только падение чего-то очень тяжелого в океан могло вызвать это. И команде капитана Иззи Баркли было поручено исследовать подземные толчки. Буй, зафиксировавший наибольшее количество подземных толчков, находился примерно в 20 милях от берега. Когда Иззи и ее команда прибыли на место происшествия, они сразу приступили к работе. Иззи также была главным исследователем, поэтому по традиции она погружалась первой. На дне океана лежал массивный транспортный контейнер, и было очевидно, что Иззи не смогла бы поднять металлический предмет из воды голыми руками. Поэтому, когда Иззи вынырнула на поверхность, она быстро приказала роботу-водолазу взять дело в свои руки. К счастью, они не оставили свой исследовательский центр просто так, на каком попало судне. Нет, на их корабле было первоклассное оборудование, которым Иззи могла пользоваться. Итак, следуя указаниям Иззи, ее коллеги подготовили беспилотник к погружению на глубину. Когда беспилотник был опущен в воду, Иззи взяла управление на себя, и можно было приступать к захватывающей части этой миссии. Вода была спокойной и прозрачной, что облегчало поиск контейнера на дне. Но добраться до объекта оказалось несложной задачей. Как только судно было найдено, пришло время машине начать подъем. Поднимание. Он закрепил свои выступающие когти по бокам контейнера. С этого момента кораблю оставалось только втягивать робота. Но это оказалось сложнее, чем ожидалось. Контейнер оказался неожиданно тяжелым. Их корабельный кран был способен поднимать массивные предметы. Но каким-то образом этот простой транспортировочный контейнер заставил их машину работать с огромным трудом. Вся лодка раскачивалась взад-вперед и даже набрала немного воды, когда мы поднимали металлический ящик из воды. Приложив немало усилий и увидев взволнованные лица нескольких человек, им в конце концов удалось поднять таинственный контейнер из воды. Он с громким стуком приземлился на палубу их корабля, и вся команда немедленно бросилась осматривать потрясающую находку. Однако по-настоящему заинтригованной была сама Иззи, потому что она заметила кое-что, что намекало на ее коллег. Транспортный контейнер обычно не был водонепроницаемым, поэтому, когда его поднимали со дна океана, можно было ожидать, что вода будет вытекать из всех отверстий, но в данном случае это было не так. Каким-то образом этот похожий на самолет транспортный контейнер был изолирован, словно специально для того, чтобы в него не попала ни одна капля воды. Палубные рабочие, которые составляли основу команды, уже начали дергать за дверную ручку. Все ждали команды Иззи. Сделав несколько глубоких вдохов, она решила, что пора. С помощью большого болтореза она срезала основной замок с контейнера, а затем отодвинула дверные ручки в сторону. Когда дверь была полностью открыта, все были ошеломлены странной находкой внутри металлического сосуда. Иззи, потрясенная больше всех, покинула свой пост на кране и направилась к контейнеру. Молча, с широко раскрытыми глазами, она прошла мимо своей команды и вошла в таинственное помещение, внимательно осматривая каждый сантиметр.
Палец Изи пробежал по каждому предмету внутри контейнера. Некоторые предметы были сделаны из дерева, а другие обтянуты тканью. В ее голове мгновенно воцарилось смятение. Она обернулась и посмотрела на свою команду. Сначала никто ничего не сказал. Они обсуждали возможное содержимое контейнера, но такого никто не ожидал. Изи первой нарушила молчание. «Что это? Здесь кто-нибудь жил?» В ее голосе слышалось недоверие, потому что содержимое выглядело на удивление по-домашнему уютно. Внутри контейнера была полная обстановка. Там были кровать, диван, шкаф и стол со стульями. Здесь было все, что есть в обычном доме. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел что-либо подобное?» — спросила Изи у своих коллег. Но все в группе испытывали одинаковое недоверие и замешательство по поводу странной находки. Изи была удивлена не только тем, что контейнер был полностью меблирован, но и тем, что все оставалось на своих местах. Они быстро обнаружили, что все было прибито гвоздями к полу. Однако на земле были разбросаны какие-то незакрепленные предметы, и они нашли фотографии мужчины и его семьи. Они обыскали каждый дюйм контейнера, но не нашли ничего, что могло бы приблизить их к истине. Изи разочарованно вздохнула и уже готова была сдаться. Один из коллег Изи внезапно издал восторженный вопль. Обернувшись, она увидела, что он держит в руках пластиковый пакет на молнии, но его больше всего взволновало то, что было внутри. Что-то вроде диктофона. Изи бросилась к нему и осторожно схватила пакет. Возможно, это могло бы дать им какие-то ответы. Изи осторожно взяла пакет, опасаясь, что любое неверное движение может привести к его поломке или повреждению какой-либо записи внутри. Изи сразу заметила, что устройство по-прежнему сухое. Это был верный признак, и она добросовестно нажала кнопку воспроизведения. Это был мужской голос, вероятно, принадлежавший мужчине на фотографиях. Это было здорово. Было трудно разобрать запись посреди океана, поэтому группа быстро переместилась внутрь. Сначала это был в основном фоновый шум, но затем голос зазвучал отчетливо. «Мне нужно записать это, прежде чем они заметят, что мы здесь, и схватят нас», — ответил он кому-то на заднем плане. В голосе звучала паника, что делало первое произнесенное предложение на записи очень зловещим, а затем мужчина прочистил горло и представился как Ахмед Осман. «Я надеюсь, что кто-нибудь найдет контейнер и эту запись и сможет помочь». Запись внезапно прервалась. Изи посмотрела на своих коллег, которые смотрели на нее с одинаковым выражением лица, полным недоверия и замешательства. Сообщение прозвучало тревожно, и они захотели помочь этому человеку, но как? Затем запись внезапно продолжилась. Изи подошла поближе, чтобы расслышать, что говорит голос. «Мы отчаянно нуждаемся в помощи. Мы находимся на борту Ever Cargo Voyager. Но я не знаю, надолго ли. Пожалуйста, спасите нас». Тон мужчины становился все более отчаянным. В комнате воцарилась тишина. Все они потеряли дар речи. Все поняли, что с людьми, которым принадлежал контейнер, случилось что-то ужасное. Корабль видели несколько раз, но каждый раз он, казалось, заходил в порт ненадолго. Он только заправлялся и перевозил минимум груза, хотя и был заполнен контейнерами. Изи нахмурилась и вздохнула. Почему судно с транспортными контейнерами так редко заходит в порт и не загружает свои контейнеры? Это странное поведение сильно смутило Изи и насторожило ее.
Она обсудила это со своими коллегами, которые согласились, что с этим судном происходит что-то подозрительное. Изи снова просмотрела базу данных журналов, надеясь найти больше информации о судне. Она вскрикнула, когда заметила, где его видели в последний раз. Странных сообщений в базе данных журналов и зловещей записи было достаточно, чтобы Изи попыталась отследить корабль. Место, где судно видели в последний раз, было не слишком далеко, так что они могли скоро оказаться там, и если они правильно истолковали человека на записи, время имело решающее значение. Изи убедилась, что все на борту согласны с ней, и была рада, что все разделяют ее беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Она сообщила капитану координаты последнего известного местонахождения корабля. Прибыв на место, они были удивлены, увидев судно, плывущее в 20 километрах от берега, хотя Изи и ее коллегам было любопытно узнать, что происходит. Им также не терпелось подойти поближе, запись звучала очень угрожающе, и они согласились, что для них это не просто работа. Им нужна была помощь. «Я подам сигнал береговой охране и полиции», — решительно заявила Изи. Изи позаботилась о том, чтобы когда прибудут береговая охрана и полиция, они были вне поля зрения грузовых судов. Как только полицейские оказались на борту, она быстро объяснила им ситуацию и рассказала о том, что они услышали на записи. Она была рада, что полиция поверила ей и отнеслась к этому очень серьезно. Но была одна серьезная проблема. Учитывая сообщения о кораблях, можно было с уверенностью предположить, что они вскоре пришвартовались, чтобы люди не видели, что они затевают. Если бы они увидели приближающихся офицеров, они бы наверняка не пустили их на борт. Им нужен был план. И, к счастью, Изи кое-что придумала. Полицейские могли одолжить что-нибудь из одежды исследовательской команды и подойти к кораблю переодетыми. У них было меньше шансов прогнать группу ученых. Вы можете сказать, что мы расследуем миграцию рыбы в этом районе и что их судно находится в выгодном положении для проведения некоторых измерений, сказала Изи. Изи почувствовала, как ее сердце бешено колотится в груди, когда она и двое полицейских приблизились к контейнеровозу. Троица воспользовалась небольшой шлюпкой, припасенной на корме исследовательского судна, чтобы преодолеть расстояние. Когда они подошли ближе, Изи попросила разрешения подняться на борт, и они сразу поняли, что что-то не так. Капитан не сразу пригласил их на борт. Изи пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить этого человека, что она и офицеры – ученые. Тем временем капитан отдавал приказы своим рабочим, и на корабле царила оживленная жизнь. Они ждали ответа уже полчаса. Рабочие на корабле спустили трап, чтобы троица смогла подняться на борт. Капитан грубовато поприветствовал их, когда они, наконец, оказались на палубе. «У вас есть 1 час», — сказал он, после чего приказал всем вернуться к работе. Изи улыбнулась и изо всех сил постаралась сделать вид, что делает запись. Изи и офицеры обошли корабль, пытаясь выяснить, что происходит, стараясь при этом вести себя как можно незаметнее. Но ничто не указывало на то, что что-то не так. Вероятно, они использовали последние полчаса, чтобы скрыть какие-либо улики. В отчаянии Изи начала шептать имя мужчины. Затем внезапно один из контейнеров рядом с ними открылся, и их втащили внутрь, после чего дверь снова закрылась. Троица была удивлена, увидев, что контейнер был заполнен людьми. Но в контейнере были не только люди. Этот контейнер был обставлен так же, как и тот, который они вытащили из океана. «Кто ты?» – потребовал ответа мужчина.
Изи сразу узнала его по фотографиям и записи. Она шагнула вперед и объяснила, кто они такие и что они нашли его запись. Выражение лица Ахмеда сразу прояснилось. Он взволнованно пожал им руки и вздохнул с облегчением. Ахмед объяснил, что он и все остальные искали путь в безопасную страну. До него дошли слухи о корабле, который брал людей на борт и делал именно это. Но как только он оказался на борту, все изменилось. В обмен на это путешествие я должен был проработать на корабле 1 год, но они продолжали продлевать этот срок, так и не позволив мне сойти на берег. Я здесь уже 2 года, но некоторые из этих людей живут здесь гораздо дольше. Все жили в таких контейнерах, а капитан и команда эксплуатировали их. Но команда быстро узнала, что я был причиной восстания, и приняла решительные меры, чтобы остановить его. Ахмед вздохнул. Он объяснил, что они выбросили его контейнер за борт, уничтожив при этом его дом. Но прежде чем они успели это сделать, он успел спрятать внутри послание, надеясь, что кто-нибудь найдет его. Когда Ахмед закончил свои объяснения, в контейнере воцарилась тишина. Изи и полицейские не могли поверить в то, что они только что услышали. Это было намного хуже, чем они могли себе представить. На корабле было полно семей, которые подвергались эксплуатации и были незаконно заключены в тюрьму. С этим нужно было что-то делать, и как можно скорее. Теперь, когда полиция узнала, что происходит, они начали действовать. Они спросили Ахмеда, сколько членов экипажа на корабле и смогут ли они оказать сопротивление. Как только у них появилась полная картина, было вызвано подкрепление и спланирован внезапный налет. И это сработало безукоризненно. Из-за внезапного нападения экипаж судна был быстро арестован. Пока преступники находились под стражей, береговая охрана взяла судно под свой контроль. Тем временем Изи помогла Ахмеду освободить все семьи, и вскоре судно причалило к ближайшему городу. СМИ не потребовалось много времени, чтобы подхватить эту историю. Она стала общенациональной, и Изи внимательно следила за ней, когда вернулась домой, после того, как город взял под свой контроль организацию поддержки. Она была рада видеть, что ситуация разрешилась благополучно и невероятно счастлива, что сыграла в этом свою роль. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравилась история, пожалуйста, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится», подписаться и нажать кнопку уведомления, чтобы никогда не пропустить такие удивительные истории, как эта.